Хо-хо-хо, полундра салаги. Добро пожаловать на корабль пиратов губной гармошки. Сегодня я вам расскажу, как выбрать первый инструмент. Извините. И как я уже сказал, мы сегодня проговорим про то, как выбрать первую губную гармошку. Это видео своего рода ремейк видео 2-3-годичной давности, которое, между прочим, самое просматриваемое на нашем канале. Но там мы делали упор на хроматическую гармонику. Сегодня же мы поговорим в общем, а также обновим информацию, которая могла устареть за эти несколько лет. И начнем с простого. Наверняка вы начали играть на губной гармонике не просто так. И, возможно, вам нравится один или несколько исполнителей на этом замечательном и компактном инструменте. Соответственно, в качестве первого инструмента вы можете приобрести такой же инструмент, как и у вашего любимчика. Однако, с чем вы можете столкнуться в процессе? Как я уже сказал, губная гармоника – это компактный инструмент. И у этого есть как свои плюсы, так и свои минусы. И вы банально можете не рассмотреть, а на какой же модели гармошки, а их очень много, играет ваш любимый исполнитель. В таком случае можно для начала попытаться просто нагуглить информацию, но не обязательно это будет, особенно на русском языке, поэтому смотрите иностранные источники. А если это исполнитель играющий, относительно современный, то, возможно, у него есть свой YouTube-канал, как, например, у Джейсона Ричи, и вы можете прямо в комментариях задать вопрос, мол, Джейсон, подскажи, пожалуйста, на какой гармошке ты играешь. И если он сам не ответит, то, скорее всего, кто-то, кто давно за ним следит, вам в этом смысле поможет. Если же нет, то можно хотя бы визуально определить тип губной гармоники. Если это маленькая гармошка, как вот эта, то, скорее всего, у него диатоническая блюзовая гармоника с 10 отверстиями. Если эта гармошка вот такая длинная, то, вероятно, это тремоло гармоника. Но если вы видите гармошку такой формы, то, скорее всего, это октавная гармоника. А еще гармошка может быть с кнопкой, как эта. Это хроматическая гармоника. Вы даже издалека можете увидеть, как музыкант нажимает, как правило, правой рукой на кнопку во время игры. Значит, у него такой тип губной гармошки. Маловероятно, но если вдруг вы видите, что музыкант играет на чем-то необычном, какой-то большой губной гармошке, например, как это, то, скорее всего, у него оркестровая губная гармоника, либо басовая, либо аккордовая. Но об этом мы поговорим чуть позже. Скорее всего, у музыканта или музыкантов будет одна из этих 4 разновидностей гармошек, как я уже сказал. Хроматическая, тремоло, октавная или диатоническая. И вы можете еще понять, какая именно из разновидностей по звуку. Легче всего, наверное, отличить октавные и тремоло гармошки. Например, тремоло гармошка будет звучать по-народному. У нее будет такой как бы разлив в звучании. Но ее можно перепутать с октавной гармошкой, которая звучит похоже. Важно понимать, что октавная гармошка, она будет звучать как бы объемнее. У нее более широкий интервал между нотами. Собственно, октава, как следует из названия. Если же вы не слышите такого как бы народного звучания, то, скорее всего, это блюзовая гармошка, она же блюз-харп, или хроматическая гармошка с кнопкой. Эту кнопку, причем, можно услышать даже на записи. Она будет издавать характерные призвуки. Ну, либо артист, как правило, играющий на такой гармошке, будет использовать такой прием, как форшлаг. Еще очень часто вы можете услышать трель на полтона. Если же и такого не слышно, то остается только блюзовая гармошка. По звучанию она более экспрессивная, чем хроматическая, хотя тембр у них похож. А еще вы можете услышать такие ноты.
которые по тембру будут отличаться от остальных чистых нот. Это так называемые бенды. На самом деле бенды можно взять практически на любой губной гармонике, но чаще всего они берутся именно на блюзовой. Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, это стоимость инструмента. Например, вы выяснили название модели или же моделей, на которых играет ваш любимый исполнитель. Но эти гармошки вам не по карману. Что же делать в таком случае? На самом деле ничего сложного. Можно, например, зайти на какой-нибудь marketplace, ввести название губной гармоники и дальше в похожих, как правило, есть такая вкладка, найти похожие модели, но за более низкую стоимость. Главное, что нужно помнить, какую бы из гармошек вы ни приобретали, лучше приобретать гармошку в ключе С, он же до. Почему? Потому что в основном самоучители, различные учебники игры на этом инструменте, те же самые видеоуроки на YouTube показаны именно на гармошке в ключе С. Также помимо ключа есть такое понятие, как строй. То есть ключ может быть до, но он может быть мажорным, может быть минорным, может быть натуральный минор, гармонический минор и так далее. Берите стандартный строй. Зачастую это звучит как Рихтер. Строй Рихтер. По крайней мере, относится ко всем гармошкам. Исключением может быть хроматическая губная гармошка, где часто пишут соло-строй. Соответственно, для нее вы берете соло-строй. Это будут стандартные строи, на которых большая часть музыки, собственно, и сыграна. Еще одна ситуация, с которой вы можете столкнуться, это то, что гармошка может быть вам по карману, и вам удалось выяснить название модели, но вы никак не можете ее приобрести, просто негде. Также это может быть какая-то ретро-губная гармошка, которая уже не производится. Либо это может быть кастомная губная гармошка, например, как эта. Вроде бы Honor Marine Band, но если посмотреть то, как она выглядит здесь, то, как она выглядит, например, на официальном сайте или в тех же маркетплейсах, то невооруженным взглядом можно найти отличия. Как же быть в таком случае? Здесь новичкам я бы рекомендовал обратиться к уже играющим музыкантам. Например, вы можете написать комментарий под этим видео. Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А все потому, что, например, те же кастомные губные гармошки, которые в прямом смысле слова допиливаются вручную, скорее всего, имеют какие-то необычные элементы. Например, это может быть тот же необычный строй. Сложнее в том случае, если вы хотите начать играть на губной гармошке, не имея, скажем так, авторитетов среди музыкантов, играющих на этом инструменте. И здесь вы можете ориентироваться на жанр. Например, если вам нравится классическая музыка, если вы хотите играть эту музыку или играть, например, джаз, то, скорее всего, вам больше подойдет хроматическая губная гармошка, потому что много подобной музыки было написано именно на ней. Если же вам нравится блюз, кантри, рок-н-ролл, то, вероятнее всего, это будет блюзовая губная гармоника, она же диатоника. У нее, как правило, 10 отверстий. Если же вы хотите играть фолк-музыку, то, скорее всего, это будет либо октавная губная гармошка, либо тремоло губная гармошка. Вы можете выбрать по звучанию, какое вам больше нравится. В целом, тремоло, наверное, чуть больше распространены. Если же вам ничего из этого не понятно, там, тремоло губная гармошка, октавная, что это вообще такое, ничего не понимаю, то тогда все максимально просто. Вы покупаете губную гармошку блюзовую, она же диатоническая, в ключе до, в стандартном строе, который называется Рихтер. И ни в чем себе не отказывайте. Вопрос, ведь есть инструменты качественные, есть не очень. Есть дорогие, есть дешевые. Какой из них выбрать? Прямо сейчас на экране увидите список губных гармоник, которые разбиты по категориям: диатоническая, хроматическая, октавная, тремоло и те модели, на которых я сам поиграл и считаю, что они довольно-таки качественные. Ранее я упомянул вот такие вот, не обязательно большие, но, как правило, не маленькие губные гармоники, назвал их оркестровыми. Бывают такие гармошки, как правило, двух типов.
басовые, как это, и аккордовые. Аккордовые, они, конечно, тоже могут быть однорядными, но, как правило, они двухрядные. То есть представьте, что здесь есть еще сверху такая же губная гармошка, и вот так вот ее двумя руками беру, даже не так, а вот так, потому что она еще больше, чем это. На таких губных гармошках, как правило, соло-партии не играют. Как правило, не играют мелодии. Они, как правило, играют именно аккомпанемент, то есть гармонию, последовательность аккордов, либо басовую линию, ну как бас-гитара, например, или контрабас. Поэтому останавливаться на этих губных гармошках я долго не буду. Я сам играл все на нескольких моделей подобного типа гармоник. Но могу, например, посоветовать вот эту гармонику стоп. Обзор вы можете на нее найти по подсказке на нашем канале. А что это за музыка у нас на фоне играет? Да это же Семен Рогозин из канала Harper, который также обозревает губные гармошки, вообще снимает множество интересных видео на своем канале. Недавно у него появился телеграм-канал, ссылки будут в описании. И прямо сейчас Семен расскажет вам, где купить первую губную гармошку, потому что как выбрать мы в принципе уже обсудили, а вот где купить, послушайте Семена. Приветствую всех, друзья. Эту винтажную гармошку я купил на Авито. Сокровище. Авито? Конечно же, не секрет, что сейчас на Авито можно купить практически все, что угодно. Эти виллы я сам купил. Но вот можно ли купить на Авито первую губную гармошку? Конечно, можно. Главное знать как. Сначала определитесь с той моделью гармошки, которую вы хотели бы купить. Это важно. Какие есть плюсы покупки гармошки на Авито? Во-первых, можно купить гораздо дешевле. Хорошие брендовые модели стоят дорого. На Авито цену можно сбить в 2 и даже в 3 раза. У меня получалось в 4. Главное уметь торговаться. Небольшое отступление. За некоторые гармошки я так торговался по 2 месяца. За одну даже год. Следующий плюс – то, что можно поговорить с продавцом. Если это человек адекватный, с ним можно созвониться, попросить его записать видео. Обычно люди охотно рассказывают все плюсы и минусы, все нюансы. Еще один плюс – это достаточно быстрая доставка. Если найти продавца недалеко от себя, в соседнем регионе или в своем регионе, доставка займет 3-5 дней. Какие минусы покупки губной гармошки на Авито? Первое – гигиена. Нужно понимать, что на этой гармошке уже кто-то играл до вас. Первое, что нужно будет сделать, тщательно ее протереть. Лучше разобрать и протереть ее спиртом. Это гарантирует безопасность. Следующий минус – это возможный обман. Причем он может быть умышленный, это редко. Обычно это происходит неумышленно, когда человек продает то, что не знает. Он может не разбираться в тональности, он может не понимать, что гармошка неисправна. Будьте к этому готовы. Но, опять же, повторяю, если вы с человеком поговорите, можно понять, насколько он разбирается в вопросе. Третий минус. Скорее всего, бэушную гармошку придется настроить самому. Если это ваша первая гармошка, лучше купить гармошку, которая была мало в употреблении. Обычно люди об этом пишут. Если вы покупаете гармошку, потрепанную жизнью, придется научиться ее настраивать. Ну что же, как давний и заядлый авитоман, я все же рекомендую попробовать купить гармошку на Авито. Сокровище. Авито? Желаю вам не бояться, желаю вам общаться, желаю вам искать и находить то, что нужно, ну а самое главное – здоровье. Конечно же, как у гитар, других музыкальных инструментов, у губных гармоник есть бренды. Вы можете при выборе первой губной гармошки отталкиваться от них. Здесь все, на мой взгляд, достаточно просто. Есть 3 ведущих производителя. Сейчас это Honor, немецкая компания, Zyde, тоже немецкая компания, но из Восточной Германии, и Suzuki, компания, как вы уже, наверное, догадались, из Японии. Но при этом это не значит, что приобретая любую губную гармошку этой компании, вы покупаете качественный инструмент. У них тоже есть бюджетные инструменты, есть как бы среднего диапазона и дорогие. Конечно, у вас могут быть сомнения, что если вы начнете играть на губной гармошке, вам не понравится. Если это дорогой инструмент, вы потратите на него немало денег.
Но здесь, как сказал уже Семен, вы можете всегда попробовать продать губную гармошку на Авито, либо на другом подобном маркетплейсе. Ну а в целом золотую середину никто не отменял, поэтому если у вас ограничен бюджет, то покупайте губную гармошку среднебюджетного диапазона, чтобы она была недорогой, но при этом качественной и не отпугнула вас теми сложностями, которые могут возникнуть в начале обучения особенно. Также прошу обратить внимание, помимо ведущих брендов, на бренд Истоп, который очень сильно в последние годы поднялся в плане цены, в плане качества. Да, цена стала немножко дороже, но он все равно стоит дешевле, чем ведущие производители, и имеет при этом всем качество очень хорошее. Поэтому Honor, Suzuki, Zaidelь и Stop можно сюда вполне еще добавить. Ну и напоследок, прозвучит банально, но самое главное, чтобы инструмент вам нравился. Да, в первую очередь это звук, эргономика, чтобы удобно было играть, не возникало никаких проблем при игре, но внешний вид тоже имеет значение, потому что если он вам нравится, вам больше хочется играть на этом инструменте, он привлекает внимание окружающих, ну и, конечно же, купив губную гармонику, заниматься лучше с преподавателем, потому что вы сразу получаете обратную связь и не допускаете тех ошибок, из-за которых вам в будущем может понадобиться просто переучиваться играть на инструменте. И если вы хотите научиться играть на хроматической губной гармонике, то тогда обращайтесь ко мне, я вас научу. Первый урок бесплатно, все ссылки на контакты в описании. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Поднять паруса! Полный вперед!